Всем привет, с вами Дина. Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Ни для кого не секрет, что главная ценность в нашей жизни – это здоровье. И чтобы оно было в отличной форме, вспоминать о нем нужно не только когда заболел, а стараться постоянно его укреплять. В этом нам помогут натуральные витаминные смеси для повышения иммунитета. Они представляют собой своеобразный сбалансированный микс из сухофруктов и орехов, уникальных по своим свойствам. А также в них принято добавлять мед, лимон и имбирь. Употребление смеси для повышения иммунитета особенно актуально в период распространения простудных заболеваний. Рекомендованы они как взрослым, так и детям. Единственное ограничение – это непереносимость определенных компонентов по тем или иным причинам. Если вы не уверены, лучше проконсультируйтесь с врачом. Все смеси я буду измельчать на мясорубке с мелкой решеткой, но можно также воспользоваться блендером. Для начала приготовим смесь из орехов и сухофруктов. Ее еще называют байконурская. Лимоны я предварительно обдала кипятком и просушила салфеткой. Разрезаем их на крупные дольки, удаляем косточки и вырезаем сердцевину. Для удобства измельчения каждую дольку разрежем пополам. А сейчас включаем мясорубку и по очереди пропускаем все ингредиенты в большую чашу. Курагу, изюм и чернослив. Все сухофрукты я предварительно помыла и обсушила бумажным полотенцем. Далее в мясорубку отправляем смесь орехов. Миндаль, кедровые и грецкие орехи. Они должны быть сухие, но не жареные. Затем измельчаем лимон, пропускаем его вместе с цедрой. Добавляем в чашу натуральный мед и все хорошо перемешиваем. Вот такая вкусная и полезная смесь у нас получилась. Перекладываем массу в стеклянную банку. Закрываем плотно крышкой и храним в холодильнике. Рекомендуется употреблять эту смесь по 1 чайной ложке натощак в течение месяца, а после 2-недельного перерыва курс можно повторить. Эта ореховая смесь богата не только белком, но и целым комплексом полезных витаминов и микроэлементов. Она прекрасно укрепляет иммунитет и помогает при восстановлении физических и умственных сил человека. Далее будем готовить смесь из сухофруктов. Подготовим лимоны точно так же, как и в первом рецепте. Они присутствуют у нас во всех 3 смесях. Отправляем в мясорубку все сухофрукты: инжир, чернослив, курагу и изюм. Как я уже говорила, их надо промыть в теплой воде и высушить бумажным полотенцем. Если у вас чернослив с косточкой, залейте его предварительно на 5-10 минут кипятком, чтобы легче было ее удалить. По желанию в эту смесь можно добавить финики. Вслед за сухофруктами пропускаем необжаренные грецкие орехи и лимон. Добавляем в чашу мед и по желанию коньяк. Все хорошо перемешиваем и перекладываем полученную смесь в стеклянную банку с плотной крышкой. Храним массу в холодильнике. Рекомендуется съедать по 1 чайной ложке этой смеси утром натощак, а также перед обедом и ужином. Независимо от того, какие сухофрукты вы будете использовать, это всегда полезный концентрат ценных витаминов и микроэлементов, содержащихся в свежих фруктах. А сейчас приготовим смесь для иммунитета с лимоном и имбирем. Для начала очистим имбирь. Я взяла вот такой корень, небольшой кусочек от которого уже очистила. Для удобства очищения разрежем имбирь на несколько кусочков. Очистить его можно разными способами. Обычным ножом соскоблить кожицу или тонко срезать, как при чистке картофеля. А также кожица имбиря прекрасно снимается обычной чайной ложкой. Старайтесь снимать кожицу тонким слоем, так как большая часть полезных веществ содержится именно под ней. Для удобства измельчения разрезаем имбирь на небольшие кусочки и подготавливаем лимон. Измельчаем на мясорубке имбирь и лимон.
Добавляем в чашу мед, лучше липовый. Все хорошо перемешиваем и перекладываем в банку. Храним смесь в холодильнике. Употребляем по чайной ложке утром и вечером, запивая водой. А также имбирную смесь можно добавлять в чай, компот или кашу. Все на ваше усмотрение. Итак, друзья, я показала вам 3 отличных рецепта для укрепления иммунитета. Все они просто кладезь витаминов и микроэлементов. Эти смеси абсолютно натуральные, вкусные и необыкновенно полезные. Но хочу еще раз напомнить, что перед их употреблением желательно проконсультироваться с врачом, а если появятся признаки аллергической реакции, прекратить их прием. А чтобы ваш организм сказал вам спасибо, старайтесь вести здоровый образ жизни. Правильно питайтесь, гуляйте на свежем воздухе, высыпайтесь, больше двигайтесь и чаще улыбайтесь. Желаю всем крепкого здоровья! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями и оставьте свой комментарий. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. Впереди вас ждет много интересных и вкусных рецептов. С вами была Дина. До новых встреч!